Я скажу, это очень важно, когда вы обратились к СМИ. Понимаете, речь идет о неуважении вот этих чиновников, Набиуллиной, Поздышева этого, и бог знает там еще кого. Плевать они хотели на нас. Понимаете, они просто присылают каких-то людей, присутствует факт присутствия от Центробанка и все. Неуважение. Прошло полгода после первого круглого стола, мы услышали о том, что Набиуллина только подумает. Она не против подумать, там что-то решить. Это можно десятилетиями думать. И сам лексикон, понимаете, чиновника, это недостойный лексикон. Она ничего не ответила на ваш запрос. Ответ «я не против, я еще подумаю, может быть, мы что-то решим» — это не ответы чиновницы, понимаете? Я как журналист вам говорю это. Это нельзя опубликовать, это ни о чем. Понимаете, поэтому я так возмущаюсь, когда на конкретные вопросы я не получаю ответа. Это профессиональная журналистская практика. Когда меня уводят, говорят, что «а вот вы подождите, а вот мы тут решаем, а вот под лежачий камень вода не течет». Понимаете, это не о том. Есть конкретные вопросы. Руководитель банка предъявил претензии к Центробанку о том, что они незаконно лишили банк лицензии. Была куча фактов приведена с цифрами в руках. Первое, второе, третье. План не представили вот этот и так далее. Я спросил, почему нельзя заставить Набиуллину ответить на каждый пункт руководителя банка, вот, который предъявил претензии лично к Набиуллиной. Почему мы ее не можем заставить ответить на эти претензии? По пунктам, где план вот этот Центробанка, где это, где это. Вот о чем должна идти речь. А не просто мы поговорим, вот они придут, мы поставим инициативу, они придут туда-сюда. Это ни о чем. Это будет длиться годами, и это ничем не окончится. Кстати, между первым нашим круглым столом в мае и ноябрем они прекрасно, Центробанк, с помощью коррумпированных этих судов, прекрасно обанкротили банк Югра. И все, и плевать они хотели на все инициативы, на нашу боль. То, что они сломали крылья сотням тысяч людей, сделали их нищими. Понимаете, я нищий, и многие нищие. Работы нет. Работы нет сегодня у людей в России. Или работа за копейки. Вы скажете, полно рабочих мест, требуется. А копейки везде платят. Копейки, жить невозможно. Люди уже никуда не ездят практически. Туризм проседает. Сергей Васильевич, вам сколько времени нужно для того, чтобы завершить выступление? Понимаете, скажите, пожалуйста. Мы живем в преступной, в криминальной стране. Вот о чем идет речь. Преступная страна. И верховная власть занимается произволом. Понимаете? И Набиуллина тоже действует не сама по себе. Она выполняет поручение Путина. Она была его помощницей, и мы это прекрасно знаем. И не зря он ее поставен во главе Центробанка, потому что она в его команде. И он, собственно, одобрил ее поведение по поводу банкротства банков, пожаловав ей орден почета. Ну неужели это ни о чем не говорит? Простите. Сам Путин, который 4 года носил майку с логотипом банка Югра, потому что он играл в ночной хоккейной лиге вместе с Шойгу, с Третьяком, с Фетисовым, а спонсором ночной хоккейной лиги был банк Югра, заметьте. И везде в интернете эта фотография, общая фотография, где и Путин, и Третьяк, и Шойгу в майках с логотипом банка Югра. И за месяц до схлопывания этого банка в июле прошлого года, отъема лицензии, я имею в виду, но это схлопывание, чистое рейдерское схлопывание, и мы это должны понимать. Это именно схлопывание, это рейдерский захват, это преступление. Вот о чем должна идти речь. Еще за месяц до схлопывания банка Путин играл в этой ночной хоккейной лиге. И люди поверили, потому что это живая реклама. Сам президент, гарант Конституции, первое лицо, в банке с логотипом, в майке с логотипом банка Югра. На фото ночная хоккейная лига. Это показывают все каналы. Это в интернете. Через месяц схлопывается банк. Почему мы не можем спросить с Путина?
Где он был? Он знал, что он играет в ночной хоккейной лиге под эгидой банка, который якобы уводит деньги куда-то в офшоры, куда-то еще. Вы вопрос задаете. Он ничего не знал, да? Президент ничего не знает у нас. Так я не вижу. Он ничего не знает, ни о чем он не ведает. Играет как ребенок в хоккей. Ему Сергей нравится Васильевич, играть в хоккей. достаточно. Понимаете? Сергей Васильевич. Почему мы не можем спросить Путина? Сергей Васильевич. Он говорит про то, что Выключите пенсии... микрофон. Он говорит, что пенсии не будут подняты, да, пока я на посту. Через месяц после выборов поднимается возраст пенсионный. Президент не отвечает за свои дела, за свои поступки. Вот о чем идет речь. И мы не можем никак к нему обратиться. Мы не можем апеллировать к президенту. Вот о чем идет речь. А мы тут какие-то круглые столы. Все это пустое. Все это ни о чем. Власть плевала на вас, на нас, во главе с Путиным и всеми его помощниками. Спасибо. Я договорю, закончу просто, коллеги. Подождите. Ну, я понимаю, что надо было выговориться, но здесь Набиуллиной нет, Путина тоже нет. Поэтому... Так, вот что. Вот опять. Сергей Васильевич. Черт возьми, они что, на облаке живут? На 7-м небе? Сергей Васильевич. Они что, фантомы? Давайте я отвечу на все вопросы. Почему мы не можем призвать к ответу? Вот о чем идет речь. Сергей Васильевич, я все понимаю, но она накипела. Подождите, накипела, подождите. Я не люблю тратить время попусту. Знаете, как в хорошем фильме видели, посидели, потрындели, да, и разошлись. Зачем? Ну давайте мы чем-то должно закончиться. Раз уж у нас, Валерий Федорович, есть полномочия, мы вас просим, давайте мы чем-то завершим тем, чтобы мы пошли уже и начали защищать ваши права, используя то законодательство, которое есть на данный момент, те полномочия, которые у нас есть. Вот мы хотим вот этого. Потому что вы ведь сюда пришли для того, чтобы не только выговориться, но и вы же хотите, чтобы какое-то движение пошло по защите ваших прав, правильно? Ну так давайте мы в этом направлении двигаться. А то мы вот возвращаемся. Эмоции, я понимаю. Вы верите, что что-то пойдет? Я что-то не так сказал? Скажите. Если бы я не верил... Где я солгал, скажите, в своем выступлении? Где я солгал? Где что я сказал неправильно? Про Путина, про Набиуллину. Где я солгал? Вы просто не даете выйти на конструктивное решение. Вот и все. Почему мы не можем призвать к ответу Путина и Набиуллину? Простой вопрос. И опять не получаю ответа на простые, заметьте, вопросы. Сергей на Васильевич, простые. я вам в этом не мешаю. Пожалуйста, призывайте. Вы депутат. Что вы тогда можете, простите? А вот я и говорю, сейчас хочу завершить и сказать, что я могу. Поэтому давайте мы остановимся на том, вот здесь Валерий Федорович, Валерий Карлович, вот давайте мы к нам будем апеллировать, что мы можем. Вот мы сделаем то, что можем, а за других говорить не будем. Договорились? Федорович, а можно сразу вопрос по делу? У нас же это второй круглый стол. Первый стол был в мае, где мы говорили о том же самом, говорили о деятельности Центробанка, дали жесткую оценку, критическую оценку деятельности Набиуллиной и так далее. Тоже были все камеры во все кабинеты, в администрацию президента, самому президенту, Центробанк, Набиуллиной, ну, наверное, даже Господу Богу самому. Но Набиуллину ответила вам только в ноябре, спустя полгода, как вы сейчас сказали. И ответила она очень уклончиво. Обратите внимание на лексикон чиновницы. Я не против, я подумаю. Она, хочется сказать, слишком долго думает. Она уже второй год думает. Думать можно 10 лет. Такое ощущение, что она тугодум. Извините. Мы можем доверять вообще этим людям в принципе. Мы можем собирать без конца круглые столы. Через каждый месяц, каждую неделю, каждый день. Что толку? В мае был первый стол, Набиуллина отвечать только в ноябре. Где она была эти полгода, извините? Спасибо. Ну, во-первых, первое. Минуточку, Первое. Мы можем не проводить круглые столы. Да, что толку от наших круглых столов? Если нет толку... Понимаете, что толку? Минуточку, давайте вот так договоримся. Мне это важно. Вот мы здесь сотрясаем воздух, да, без конца, как будто нам больше делать нечего. У вас это общественная работа. У нас, у каждого есть тоже другие дела. Что толку от этих столов? Если нет толку от круглых столов, вставайте и уходите. Нет, ну я задаю вопрос. А я отвечаю. Да. Где была Набиуллина эти полгода? Нет, а я отвечаю. Ну что вы мне ничего не ответили. Как и Набиуллина ничего не ответила, так и вы ничего не отвечаете. Что толку от этих вопросов, на которых нет ответа? Вы пришли сюда сорвать круглый стол?
Я задаю вопрос вам, но вы А не я вам говорю, отвечаете на вопрос. я вам говорю, что круглые столы имеют свои функции. Круглый стол — это не закон. Это не пленарное заседание. Я об этом вводно вам сказал. Минуточку. Да. Минуточку. И давайте я буду вести круглый стол. Договорились? Я хотел спросить, Да. извините, Всё. что я сейчас тоже Да. уважать, Хорошо. иначе нет смысла здесь нам сидеть. Я Товарищи, спросил, каковы давайте. результаты майского Давайте, круглого стола? давайте. Прошло полгода. Каковы Да. результаты майского Я круглого прошу стола? выключить микрофон. Понимаете? Выключить микрофон. Я могу и без микрофона говорить Выключить громко. микрофон. Давайте, мы договорились. Это инициатива не Рашкина. Это не инициатива Гартунга. Это ваша инициатива и просьба провести круглый стол. Если вы не инициатор, и вы не хотели, чтобы круглый стол проходил, ну зачем тогда приходить? Я спрашиваю о Минуточку. результатах круглого Ну, вы стола. Вы помолчите. отвечаете на другой вопрос. Помолчите. Понимаете? Помолчите, пожалуйста. Если бы не было этих предложений, его бы не было круглого стола. С первого круглого стола есть и предложения, есть законодательные инициативы, которые мы отработали по решению этого круглого стола. И участники, и оргкомитет, который готовил этот круглый стол, отслеживает решения. Мы выполняем те решения, которые мы сами же здесь принимаем. Другой вопрос, а как реагирует Центробанк, Минфин и все остальные? Да. Вот это другой вопрос. Да, это важный Да, вопрос. важный и для нас в том числе. И мы на этом круглом столе понуждаем их выполнить решение круглого стола. Понуждаем. Вот это и задача в том числе круглого стола. И мы сегодня обсудим, а что не получилось и почему не получилось, почему не отработано. И Набиуллина не вчера отвечала. Есть предварительные ответы по запросам, рекомендациям нашего первого круглого стола. Будет и второй, будет и третий. А вы как хотели? Под лежачий камень вода не течет. Можно ничего не делать, а можно делать. Я сторонник того, чтобы делать. Это И годами круглый может стол. тянуться, годами, До понимаете? этого- Десятилетиями можно Ну все, давайте тянуться. прекратим вот это пререкаться. Если бы не делалось все нормально, не нужно было бы круглых столов. В том-то и дело, что Вот в этом оно государстве не ничего делается. не работает. Все, давайте вот не о чем будем идет речь. пререкаться. Здесь ничего не работает. Все, отключите Сергей. микрофон. Отключите.